пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо вам, что вы нашли возможность в это время не очень, ну, скажем, благостное, все-таки нашли время и приехали сюда, чтобы продемонстрировать нашу любовь к Богу и наше желание и стремление стать нравственнее. Спасибо. И я также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого мероприятия, потому что я знаю, насколько это тяжело и ответственно. Большое вам спасибо. Я хотела сейчас сказать, что хочу посвятить свое сегодняшнее выступление Богу. Но потом подумала, что, наверное, это я много на себя беру. И единственное, что я могу сделать, это раскрыть какой-то очень небольшой аспект этого глобального понятия. Такое время, в которое мы живем, что когда начинаешь говорить с людьми про Бога, я не знаю, может быть, вы тоже пытались, реакция такая, что как-то все стараются отойти, ну и некоторые даже испытывают негатив, а другие люди считают, что сейчас я буду проповедовать, наверное, и тоже пытаются уйти. Но я рада, что вы еще не ушли. Итак, мы живем в дуальном мире. И в нашем мире существует противоположность любому явлению. Свет и тьма, нравственное, безнравственное. И то же самое в понятии «Бог» есть, и есть понятие противоположное Богу. И поскольку мы интуитивно все чувствуем, что самым главным все-таки в нашей жизни являются наши отношения с Богом, то мы очень серьезны в этом понятии и боимся ошибиться. И, наверное, этим объясняется, почему люди даже боятся слышать об этом. И я еще раз говорю, что в это самое светлое понятие внесено очень много искажений, потому что это действительно очень важно. Что же для нас Бог? Многие люди считают, что Бог для нас — это то существо, которое живет где-то в храме или в церкви, или в мечети, или в пагоде. И, наверное, религии, которые существуют на Земле, они говорят о Боге. Христианство, буддизм, ислам, другие религии, наверное, вот там и живет Бог. Но нужно сказать, что все мы, люди, которые живут на планете Земля, находимся на разных уровнях сознания. И фактически понятие «Бог» для каждого человека будет свое. У каждого из нас свое представление об этом великом понятии и свое понимание Бога. Точно так же современная наука в ее передовых направлениях, в квантовой физике, в других направлениях, пришла к пониманию того, что есть какой-то общий закон, который управляет всем, что происходит в этой Вселенной. И существует связь всего со всем. То есть все мы на каком-то
плане тесно связаны друг с другом и со всей Вселенной. И понимание Бога для каждого уровня сознания будет своим. Есть уровень сознания, который нуждается в опеке, и для него будет правильным понимать Бога в рамках той конфессии, к которой принадлежит семья этого человека, его род. Но по мере того, когда человек развивается, для многих понятие «Бог» становится более общим. То есть более общим, чем любая религиозная догма или концепция. И человек начинает понимать, что, наверное, Бог где-то вот в нескольких сантиметрах под ладонью, который наложен на область сердца. И далее следующий уровень осознания Бога для человека, когда человек начинает понимать, что он и есть та клеточка огромного организма, который составляет из себя всю Вселенную, проявленную и непроявленную. И вся эта Вселенная – это тело Бога. И каждый из нас очень маленькая частица этого Бога. И вот эта концепция, вот это понимание Бога подтверждает современная наука. На протяжении всей истории человечества в мир приходили мудрецы, которые давали вот свое понимание Бога, обучали этому, и на основе их учений со временем возникали религии. И также эти мудрецы приносили свод законов или правил в этот мир. И эти правила не были произвольными. Если мы обратимся к религиям, то мы увидим, что большинство из них дает одни и те же представления о моральном нравственном законе. Это почитание Бога, почитание родителей, заповедь «не убей», «не укради». Это сохранение целомудрия и исследование нравственному образу жизни во всем. И таким образом мы видим общее, как бы то общее, чему человечество должно было бы следовать, по мнению многих и многих мудрецов, которые жили тысячи и тысячи лет назад. Из многих религий были со временем убраны понимание закон кармы и закон реинкарнации. Поскольку мы живем в дуальном мире, то здесь идет противостояние, противоборство двух сил – силы добра и силы зла. И вот каким-то образом противоположные силы постарались, чтобы было забыто понятие закона кармы во многих религиях. Но зачем это было нужно? Если у нас в сознании нет понимания того, что любое наше действие в этом мире приводит к тому, что мы сталкиваемся с результатом этого действия, либо в этой жизни, либо в следующих жизнях. Если у нас нет этого понимания, то тогда что? Тогда все позволено. Тогда можно убивать, тогда можно красть, тогда можно воровать, и никакого воздаяния не последует. Далее, закон реинкарнации.
если у нас нет понимания, что мы не одну эту последнюю жизнь живем, а у нас впереди будут еще другие жизни, то тогда какой смысл нам бережно относиться к природе, какой смысл нам вообще творить добро? Нужно просто брать от жизни все для того, чтобы получать удовольствие. И вот в нашем обществе все основные проблемы связаны именно с тем, что мы просто перестали должным образом обращать внимание на Бога. И только из одного этого мы получили те проблемы, которые мы имеем. Наше движение называется «За нравственность». Я не лингвист и не очень хорошо знаю русский язык, но я пошла в интернет и нашла там трактование этого слова «нравственность». Это чисто русское слово, и оно состоит из нескольких частей. Слово «нрав» означает характер, совокупность душевных добродетелей. Букву «ств» можно прочитать как сокращенно «ствол». Ствол. И «ен» – это имя Бога. Вот у народов Коми и у некоторых других народов, которые до сих пор живут на территории России, в легендах есть такое имя Бога Йен. И этот Бог, по их представлению, создал все вокруг. Создал всю землю, вселенную, и имя его было Йен. И ость – это основа, ось или позвоночный столб. Таким образом, слово «нравственность» можно трактовать как, что это основа человека, и это связь нрава, характера человека с Богом. Иными словами, это Бог в человеке или божественность в человеке. То есть само слово «нравственность», оно носит в себе в русском языке связь с Богом. Когда мы начали переводить название движения «За нравственность» на другие языки, мы столкнулись с очень большими трудностями. Есть английское слово «морал», но это фактически латинское слово, которое получило распространение. Но это слово, оно означает совокупность норм и правил, но оно не несет в себе связи с божественным миром. Когда переводили на немецкий язык, то нашли подходящее слово «Sittlichkeit». Sittlichkeit. И это слово означает как раз нравственность. Но когда показали переводы текстов с этим словом коренным немцам, они не понимали этого слова. Они не понимали этого слова, его смысла. Мало того, их пугало это слово, потому что для них это было ограничение их свободы. Они не понимали смысла этого слова, но они думали, что оно как-то ограничивает их свободу и несет в себе негативный смысл. Только один немец сказал, что это что-то типа чистоты помыслов. Остальные не могли это слово никак трактовать. Поэтому на немецком языке использовали «morality», «морал». Это слово, как я уже говорю, не несет в себе связи с Богом, но оно, по крайней мере, было понятно людям. Но на самом деле мораль и этика бессмысленны абсолютно, если они не подразумевают связи с Богом.
И все современное общество, все его проблемы мы терпим из-за того, что мы утеряли эту связь с Божественным. Давайте мы на нескольких областях человеческой жизни проследим результат этой оторванности от Бога. Ну, поскольку этот съезд посвящен детям, воспитанию детей, давайте рассмотрим образование и воспитание детей. Когда-то давно, десятки тысяч лет назад, существовала цивилизация Золотого века, которая описана в индийской книге Упанишады. И там описывается, что ребенок до 7-8 лет воспитывался в семье. Он получал основы семейной жизни, традиции семьи. И вот дальше, в 7-8 лет, родители отдавали его в монастырь на обучение. То есть родители не имели доступ к своему ребенку, и в течение 17 лет до 25 лет ребенок воспитывался в монастыре. Соответственно, святые люди, монахи, учителя давали ребенку знания. Эти знания прежде всего касались воспитания нравственности и соблюдения морального нравственного закона, а также управления своей сексуальной энергией и поднятием этой энергии в высшие чакры. Вот чему посвящалось 17 лет жизни ребенка в монастыре. Основа этого воспитания – это нравственность. В 25 лет ребенку разрешалось жениться. И, соответственно, до 25 лет и девушки, и юноши хранили целомудрие. И далее, когда наступал основной момент жизни, это зачатие духовного сына. Это определенный был религиозный ритуал, когда мужчина и женщина в определенное время имели возможность посвятить вот это самое лучшее, что в них есть, зачатию ребенка. То есть весь этот наработанный огромный духовный потенциал в течение 17 лет единомоментно был помещен в семя и в будущего первенца. Вы представляете, какой огромный запас прочности, здоровья, силы и духовной прочности имел этот ребенок? И как это сильно отличается от того, что мы имеем в наше время? В наше время в обществе ведутся дискуссии о том, с какого возраста детям нужно давать основы полового воспитания. И вот Вероника мне сказала, что в Латвии уже с детского сада, да? Надо обучать. Но вы же понимаете, что это не нравственности их будут учить. А чему? Фактически это растление людей. То есть самая основа вот это зачатие ребенка, вместо этого говорят о том, что люди могут заниматься сексом с какого возраста, и неважно какой пол человека, с которым он будет заниматься сексом. Это внедряется в общество. Можно уничтожать людей на войне, можно уничтожать людей с помощью ГМО, но самый простой способ – это лишить их возможности
размножаться. Через 25 лет от любой страны останется пустыня, потому что там не будет людей. Вот диаграмма деградации. Вот. Если ребенок неправильно зачат, мы уже лишаем его львиной доли его здоровья, его духовного потенциала. Далее очень важно, как протекает беременность, вынашивание ребенка. От того, что кушает мама, занимается ли она духовными практиками во время беременности, разговаривает ли она со своим ребенком, что она ему говорит. И от этого очень много зависит. Следующее. Далее воспитание. В семье мы можем дать ребенку, с нашей точки зрения, более-менее правильное воспитание. Но когда ребенок попадает в детский сад или в школу, или в любое образовательное учреждение, или он черпает знания в интернете, можем ли мы быть уверены, что те люди, которые обучают наших детей, они достойны это делать? То, что они получили корочки или купили эти корочки, никак не говорит об их духовном уровне. Чему эти люди учат детей? И не перевесит ли вот это обучение все наши попытки как-то оградить детей от всего, что вокруг существует? Далее неправильный образ жизни – это неправильное питание, просмотр телевизора, неправильных образцов, употребление алкоголя, наркотиков, просто проживание в городе приводит к дальнейшей деградации. И на выходе мы видим что? Деградацию и вымирание. И каждое следующее поколение, которое приходит в этот мир, оно все слабее и больнее, чем предыдущие. Для этого не надо читать книжки, достаточно посмотреть это на своей семье. А диаграмма какая должна быть? Вторая, позитивная. Та диаграмма, которая ведет к процветанию и благополучию. Это правильное зачатие, правильное вынашивание, правильное воспитание, правильное образование и правильный образ жизни. На выходе мы имеем процветание и благополучие. Наше общество не занимается вот этим. Потому что оно оторвало себя от Бога, и цели совершенно другие. Давайте посмотрим другой пример. Спасибо, диаграмму можно убрать. Это наши средства массовой информации. Наши средства массовой информации не дают нам достоверной информации уже достаточно давно. И любая статья, любая видеоновость оплачивается и подается нам в том виде, как это оплачено. И никто даже не задумывается, что это не соответствует божественному стандарту, что ложь и клевета, которая льется на нас из средств массовой информации, это создает большую карму. Никто об этом не задумывается, потому что люди делают деньги просто на новостях. И таким образом средства массовой информации проплачиваются, чтобы сеять в людях страх, настраивать целые нации, народы друг на друга. Мы
Я не знаю, все ли вы читали диктовки владык, но одно из основных учений, которое дает владыки, это учение об изменении сознания. То, что попадает к нам в сознание, рано или поздно оседает на физический план. Если нам в сознании постоянно тиражируют какой-то негатив в отношении нации, народности, вероисповедания, еще чего-то, рано или поздно, когда критический процент населения, который усваивает эту негативную информацию, превышается, это оседает на физический план в виде войны, в виде ненависти и фактически приводит к убийству. Я не буду приводить примеры из современной истории, но мы используем пример 1917 года царской России, когда в течение нескольких десятков лет сеялся образ царя, значит, кровопийцы, и в 1917 году народ радостно убил этого царя. Вернее, сначала сверг, а в следующем году убил. Чем все закончилось? Сначала в умах людей был посеян неправильный образ. Потом эти люди готовы были убивать других людей за то, что они имеют какую-то классовую принадлежность. Чем закончилось? 10 миллионов убитых людей, совершенно невинных, в годы гражданской войны. 10 миллионов. В Латвии сколько миллионов? 2 миллиона. Это в 5 раз больше, чем такая страна, чем Латвия. Было убито за 1 год. Из этих 10 миллионов только 500 тысяч были так называемыми белогвардейцами и красногвардейцами. Остальные, больше 9 миллионов, были обычными людьми, обычными крестьянами, обычными помещиками, обычными рабочими. Вот как это работает. Но мы знаем закон кармы, мы же читаем диктовки, мы понимаем, что есть закон кармы, в отличие от других людей. На этом все не останавливается. Одно убийство порождает другие убийства. И дальше наступает Вторая мировая война, которая уносит еще больше 20 миллионов жизней людей. А до этого волна репрессий, раскулачиваний, которая уносит тоже несколько миллионов людей. Одни убийства порождают другие убийства. Это результат работы средств массовой информации. Вернее, то, что они оторваны от Бога. Давайте посмотрим следующий аспект нашей жизни – политика. Тут есть люди, которые занимаются политикой. А почему здесь нет людей, которые занимаются политикой? Потому что тут о нравственности говорят, да? Вы задумывались когда-нибудь? То есть те люди, которые управляют государствами, на совести которых, собственно, миллионы человеческих жизней, их нравственность не интересует. Тогда куда идет наше общество? Следующий аспект нашей жизни – это продукты питания. Вот в этой области у нас что наблюдается? Мы же все покупаем продукты в основном в магазине, правильно? А те люди, которые эти продукты делают, ими что движет? Правильно. Прибыль. Не забота о нашем здоровье,
а прибыль. Соответственно, те продукты, которые лежат на полках магазина, обогащены ГМО, улучшителями, подсластителями, разрыхлителями, канцерогенами, имеющие вкус, цвет, запах, идентичный натуральным. А мы все это едим. Что мы едим, тем мы и становимся. Какое здоровье мы можем иметь, если мы едим то, что не является продуктами питания, хотя называется по-старому, там сыр, молоко, конфеты, печенье, но это же просто яд. Таким образом, наш разум слабеет, не получая натурального питания, и мы перестаем различать и ориентироваться в жизни, принимая иллюзию, которую нам показывают по телевизору, за реальность. Мы теряем развлечения, и в конечном итоге мы теряем свою душу. По большому счету, в мире, где мы живем, существует только две идеологии. Одна идеология – это идеология общества потребления, которая господствует сейчас в мире. И вторая идеология – это божественная идеология. Нет ни одной партии, ни одного политического деятеля, ни одной страны в мире, которые бы отстаивали божественное мировоззрение и божественный закон. Ни одной страны, ни одной партии во всем мире. Мы знаем, что тот мир, который отрывает себя от Бога, обречен на умирание. Это подобно раковой опухоли, которая поражает человека. Если вовремя эту опухоль не прооперировать, то она заберет все резервы организма, и организм умрет. Вот точно то же самое с нашим обществом потребления, которое живет только для того, чтобы получать и получать и получать удовольствие, удовольствие и удовольствие. Разные от этой жизни. Точно так же, как раковая опухоль, точно так же и наше паразитическое общество. В нашем обществе делается все для того, чтобы люди перестали думать о Боге, чтобы постепенно само понятие «Бог» было забыто и приобрело негативный оттенок, как слово «Sittlichkeit» на немецком языке. Мы говорили об этом слове, которое означает нравственность. Это вполне хорошее, приличное слово, которое сейчас немцы воспринимают как чуть ли не ругательство, что-то посягающее на их свободу. И вот сейчас, когда мы в некотором обществе начинаем говорить про Бога, это уже тоже воспринимается как что-то негативное. Пройдет еще несколько лет, и молодое поколение будет воспринимать слово «Бог» как нечто, ограничивающее их свободу. Если мы не будем ничего предпринимать для того, чтобы вернуть в нашу жизнь Бога, нам не так много осталось жить. По сути, наше общество лишено какой бы то ни было свободы выбора. Мы послушно идем туда, куда нас гонят средства массовой информации и те, кто их оплачивает. У нас нет свободы никакой. Мы обречены, если мы не вернем в нашу жизнь Бога. Абсолютно все нацелено только на то, чтобы мы не думали о Боге, о душе, о милосердии, о сострадании, о нравственности, о чести, о достоинстве.
Когда я была маленькая, были открытки с днем рождения. Вот посмотрите, зайчик дарит Мишке на день рождения цветы и фрукты. А тут мило беседует вот собачка с мальчиком. И таких открыток очень много было. Это открытки из моего детства. Я родилась в середине прошлого века. Хотите посмотреть, какие образы тиражируют сейчас нашим детям в интернете? И следующее. Это отличается? Это очень сильно отличается. А давайте с Новым годом посмотрим. Вот это открытка из моего детства. А как сейчас? Вам нравится это? Когда заходишь в интернет и ищешь открытку с днем рождения или с Новым годом, 90% это вот такие открытки, как я вам показала. Это я не выбирала самые страшные. Я взяла первые попавшиеся. Если взять лягушку и бросить ее в кипяток, лягушка выскочит. Если эту лягушку медленно нагревать в воде, в конце концов она через какое-то время сварится. Вот то же самое происходит с нами. Наша жизнь очень медленно, по миллиметру в год меняет ориентиры в сторону безнравственности. И это происходит в течение десятилетий и даже столетий. И мы этого не замечаем. Пройдет еще несколько лет, и мы как та лягушка сваримся. Древние призывали очень внимательно относиться к смене ритма музыки и к самому стилю музыки. Почему они это делали? Музыка обладает очень большим воздействием на человеческий организм. И если мы каждый день будем слушать неправильную музыку, мы изменимся. И это повлияет на государство и на все, что нас окружает. Какую музыку сейчас люди слушают? Это можно назвать музыкой? Вот я живу здесь, в гостинице, 2 дня. Я все время слушаю такую музыку. Может быть, еще 2 дня я проживу. Но потом уже нет. А люди слушают эту музыку с утра до вечера каждый день. Может быть, у них уже нет души? Может быть, они уже сварились, как эта лягушка? 90% того, что нас окружает в нашей жизни, оно не соответствует божественным образцам. Все, что нас окружает, если мы постоянно это впитываем в виде рекламы, в виде музыки, в виде этих открыток, в виде фильмов, в виде передач по телевизору, это изменяет нас постепенно. И мы забываем о Боге. И нет ни одного политика, который напомнил бы нам о Боге. Вы посмотрите, какая мода вокруг нас. Это самые последние достижения моды, это такое ощущение, что они все с помойки оделись. И они это серьезно за большие деньги покупают и ходят в этом.
и даже не понимают этого. Точно так же, как существуют две идеологии – общество потребления и божественная идеология. Точно так же в нашем обществе существует два типа людей. Одни люди, которые верят в Бога, и другие люди, которые не верят в Бога. Те люди, которые не верят в Бога, для них эта жизнь единственная. У них нет закона кармы, у них нет закона реинкарнации, у них нет нравственного закона, у них все позволено. И нужно взять у этой жизни все, что возможно, все удовольствия, все прелести этой жизни. И неважно, как эти удовольствия добыты. С помощью воровства, с помощью лжи, клеветы или другим путем. Общество перестало контролировать все области человеческой деятельности. Рекламу, музыку, живопись, книги, фильмы, образование, здравоохранение, производство продуктов питания, любую область деятельности взять, никто не контролирует, что происходит и как это отражается на смерти души человека. Слово «нравственность» неразрывно связано с лучшими человеческими качествами – любовью, милосердием, состраданием, добродетелью. Я предлагаю вам посмотреть короткий фильм, который демонстрирует, на мой взгляд, не вызывающие сомнений качество милосердия и сострадания.
И в конце концов ты поймешь, что все это происходило между тобой и Богом. И никогда это не были отношения между тобой и ими. Всегда все определяли в этом мире лучшие представители человеческого общества. Я очень надеюсь, что каждый из нас в оставшееся небольшое время сделает все от него зависящее, чтобы этот мир жил. Спасибо. Еще фильм чудесный. Посмотрите, пожалуйста, Литва сделала для вас.